Всем привет. Мы продолжаем проходить черные картинки. Значит, мы тут остановились, у нас дворецкий потерялся, и по заданию нужно его найти. Все, поехали. Продолжим. Гений. Где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета. Я планирую съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. Тебя правда только это волнует? Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама знаешь, когда мы включим камеру, она захочет оказаться в кадре. Мудак. Так, ну мы, короче говоря, тут уже были. Я вот только не знаю, мне наверх. А, кстати, эта комната вообще не имеет выхода, только вниз. Пошли. Я, кстати, так и не разобрался, для чего эти монетки нужны. Если кто в курсе, пишите в комментариях. Так, что это такое? Ну вот 180. Это, возможно, какой-то календарь, типа 180 дней прошло. О, тут беспорядок, кстати. Что случилось? И кровь. Я не знаю. Как будто как драка какая-то была. Сейчас заценим, в чем дело. Так, у нас еще одна картинка с видением. Ага. То есть у нас для этого мужика уже два исхода событий. Он может сгореть, и его могут крюком проткнуть. Стой. Эта дверь была закрыта, но сейчас я сначала обойду тут все. То много времени не займет, закрыто. Может, смотритель знает, где сейчас Дюмет? Смотритель. А кто смотритель это вообще видел? Там мужик какой-то ходит в желтом этом... В желтом плаще, но... Возможно, я подозреваю, что это и есть Дюмет. Чё что? Какого хрена? Чё что? Чё случилось? А где она вообще стоит-то? А, вон она там. Чё, говорит, какого хрена? Я так полагаю, что это основной вход же, да? В принципе, никаких новых записей тут нету. Мне кажется, тут что-нибудь попозже появится. Ладно, давай выходим отсюда. Стой. Опа. Картина какая-то, надпись. Смотрим. А чё ты взял, положил? Читать надо? Чик. И вот так тогда. Это сценарий, похоже. Вот. Замок убийств, вестибюль. День. Медленно идем по вестибюлю, демонстрируя атмосферу. Может, сделаем оборот на 360? Показываем ключевые экспонаты, детали наплывом, завершая серию в стойке регистрации. В кадре появляется рука и звонит колокольчик. Такое вступление полная хрень. Однако, одна критика и никаких дельных предложений. Камера поднимается, чтобы показать Кейт. Кейт, так, нормально в камеру? Всемирная выставка отличается от других отелей. Здешние коридоры залиты кровью, а просто не пропитаны слезами матерей. Плата за проживание жизнь. Владелец был лжецом, мошенником и, пожалуй, самым опасным убийцей в истории Америки. Может наложить изображение на эти слова? Звуки криков и плача. Кейт отворачивается от стойки и выходит из кадра. Новый кадр. Камера медленно движется назад, показывая Кейт, идущую по вестибюлю. Кейт продолжает. Как вы уже знаете, безумию Холмса был положен конец в здании суда Филадельфии, где преступнику был вынесен тот же приговор, что он выносил своим жертвам – смерть. В 1895 году его отель, более известный как Замок убийств, был разрушен в результате предполагаемого поджога, а в 1938 году обгоревший каркас был снесен, и заключительная глава кровавой истории Холмса канула в вечность. Во всяком случае, так всем казалось. Наши зрители знают, что значит кануть в вечность? А наша команда знает, знает ли команда, что значит кануть в вечность? Кейт останавливается, камера продолжает двигаться назад, показывая зал вокруг нее. Кейт продолжает. Место определим позже. Может показаться, что я перенеслась в тот... Чего там?
Тот страшный 1893 год. Но я уверяю, я сейчас в полной безопасности в Иллинойсе, где команда талантливых дизайнеров удалось создать самое необычное место для отдыха. Здание, которое воспроизводит печально известный отель, где выдающийся предприниматель и эксперт по Генри Холмсу Грантом Дюмет. Кейт продолжает. Легко представить отчаянные крики несчастных людей, попавших в ловушку и обреченных стать следующей жертвами Холмса. Впрочем, довольно предисловий. Давайте вернемся в прошлое. Возможно, у нас получится разгадать несколько мрачных тайн, которые еще скрывает это место. Воспользуемся уникальной возможностью. Кейт выходит из кадра, крики. Может, Эйрин с этим поможет? Не уверен, что хочу в суд, если у нее начнется приступ астмы. Здорово, Даман. В общем, сценарий, да, они уже начеркали, хотя, по идее, у нас вот этот очкарик говорил то, что давайте вместе, говорит, спустимся в вестибюль и сами, ну, как бы, сделаем. А тут уже сценарий, такое ощущение, что был прописан. Ладно, пошли. Джейми, подойди. Тут кровавый след. Ладно, да. Пиздец, как страшно. Это просто кровь. Просто кровь? Ты шутишь? Да подожди ты психовать. Мы знаем лишь, что здесь тащили что-то, с чего текла кровь. И ты считаешь это нормально? Странновато, конечно. А, Чего ты хочешь? Наверняка это Дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное. Нам на ужин. Ну, из наших никого не ранили, так что кровь явно не нашей пятерки всемогучей. Почему они все на Дюмета валят? Это ж просто дворецкий, предположительно, просто дворецкий, который их встретил и быстренько свалил с девочкой на пароме. Все как бы. Вот они прям на этого Дюмета очень какую-то яркую ставку делают. Зачем? Добро пожаловать на наше представление. Здрасте. а это еще что? Грантом Дюмет представляет. Дюмет? Что? Так он здесь? Скоро скример будет. Готовим свои стики. Стой. Ага. Хотелось бы ни одного уголка не пропустить. Кто-то оперетту слушает. Или оперу. Скорее оперетту. Так, в эту сторону или в эту? Звук с правой стороны, давай влево пойдем. Ну, что-то застрял-то. Бля, иногда персонажи просто застревают. На ровном месте. Стой, что-то можно осмотреть. Денежка. Короче, смотря что на монетке нарисовано, как это, оболы, по-моему, называется, только у тебя монет они добавляют. Вот, за эту 2 дали. Какие-то там по 5 есть. Какие-то одна всего. Пока вот я не знаю, что с ними делать. Может, потом станет ясно. Все, да, тут тупик. Давай, берем, читаем. Я познакомился с агентом Мюндеем 12 октября 1997 года в аэропорту О'Хара, где мне поручили его встретить. До этого я видел его на лекции о преступном поведении на пару недель раньше здесь, в Чикаго, но сомневаюсь, что он меня запомнил. Я тогда был новичком и очень волновался. Я только закончил учебу, а мне поручили возить по городу знаменитого криминалиста, раскрывшего дело в Арканзасе. О нем писали все газеты. Сначала мне показалось, что он... Опять прервали. Не, ну может быть потом это надо будет полностью все послушать. Все интервью. Чтобы не забывать. Ну, полную хронологию восстановить. Ладно, пошли. Готовимся к скримеру.
кстати, не думаю, то, что вот в этой части будет мистика хоть какая-то. Тихо. Сейчас мы патефон потушим, давай вот это возьмем. Отвали-то отсюда. Чё на фонарем не пользуется, интересно? Так, перчатка, но у нас водитель и тот, кто что-то делал с манекенами, он перчатками не пользовался. Какими? У него были резиновые перчатки. Там кто-то кряхтит, кстати. Сейчас я все обойду. Тут, блин, полуразрушенный дом какой-то. Ну да, тут же ремонт делался. И, видимо, заброшен был успешно. Ты слышишь? Диктофон. Какого? А, нет. Так, Пожалуйста, это странно. пожалуйста, прошу, Эй, я все сделаю. что с вами? Вас пытали? Возможно, убийца сам на себя как бы повесил мешок и руки якобы завязал. А возможно, этот чел, который помогал таскать что-то на тележках и так далее, вот в желтом этом плаще. Возможно, он тоже жертвой стал. Не знаю. Пока просто прям путают тебя на ходу вообще. Что за херня? Стой! Смотри! Угу. Ловушка. Что это? Какая-то ловушка. Если сойдешь с пластины, эта хреновина его насквозь проткнет. Очкарику нельзя уходить. Очкарику нельзя уходить. Эй, помогите, помогите. Ну это точно не садовник, мужчина белый. Джейми? Остаться. Если бы он хотел меня проткнуть ножом, пырнуть или еще как-то мне навредить, он бы уже сразу это сделал. Он просто бы подошел и резко бы ткнул ему в шею нож. Тут специально разводят. А чё он ушел-то? Минус, Дай руку. минус персонаж. Давай же. Черт. Что происходит? Надо съебывать. Живо. Чарли. Идем. Угу. Ты видела? Маску. Это что было? Человек в желтом плаще, возможно, не умер. Это мог, ну, вряд ли, наверное, это был манекен, но, возможно, смерть была подстроена специально, чтобы тебя обмануть. Блять, что за хрень? В ловушке, что за хрень? Боже, мы в ловушке. Что делать? Нужно решетку ломать. Ну, чем же, интересно. Раз, два, три. Что вы сделаете с этой решеткой? Она что, из пластика? Слышал? Да. Долго же они пытались эту решетку ломать. Целых 2 секунды вообще. Блять. Кейс, спальня, 22:15. Это получается 15 минут до событий предыдущей сцены, да? Кристалл? Не делай так. И это не смешно.
Прости, ты не сильно поранилась? Камень жутко острый и, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Он... Успокаивает и окружает защитной энергией. Знаю, помню. Раз знаешь, не называй его камнем. Просто мне кажется, что тебе стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. Так, возможно, ты прав, с ним мне становится лучше. Ну, давай уступчивость. Может и так. Но Неуверенность. издеваться не обязательно. Ладно, я зря так грубо себя повел. С Марком Извини. плюс. Забей. Сейчас не время и не место. Я должен сказать. Так, Днем ты вспоминала вакансию оператора. Ты кое-что не знаешь. что именно? Не было такой вакансии. В каком смысле? Помнишь Мюррея? Он хотел открыть студию в Бруклине, галерею. Искал партнера. Это ж твоя мечта. Да. На этом невозможно заработать, и я подумал, ты решишь, что я свихнулся? Это ж безумие. Так, зря ты не пошел за мечтой, почему не попытался? Давай замешательство. Почему ты не попытался? Ну, помним, да, то, что, короче говоря, можно вообще не отвечать, ну, делать третий вариант выбора, то есть, мол, промолчать. Это тоже будет исход событий. Ну, может быть, какой-то другой диалог. Но тоже не всегда. Об этом надо помнить. Ты мне не сказал. Тогда и так все было у нас сложно. Ох, не-не, на меня валить не надо. Это твой выбор. Знаю. Я отказался, потому что... It would have taken me away from you. Потому что что-то там. Удивление. Это не приходило мне в голову. Глупый выбор. Ну, давай удивление. Я как-то даже не подумала. Романтика вверх и Марк вверх. Вроде верный выбор. Я Пока что. просто... Что ты от меня хочешь? Я надеялся, что все изменится. Если Отношения честно, он хочет заново. Я еще надеюсь. Опасения. Стоило сказать это раньше. Тебе известны мои приоритеты. Ну давай опасения. Тебе стоило сказать раньше. Знаю. Не хочу Защита переживать это вверх. снова. А если будет иначе? Да ладно. Сам знаешь, Марк что не вверх. будет. Прости. Я малость не в себе. Надо идти. Пошли заберем Эрин и свалим отсюда. Подожди ты еще. Мы это еще тут не осмотрелись. Чарльз был уверен, что найдет его. Посмотрим. Ага. Ну-ка, что это такое? Кристалл. Интересно, сколько сейчас стоит заказать натуральный аметист? Кристалл аметиста помогает Кейт сохранять спокойствие. Это странно с камнем ходить в руке и думать то, что все будет хорошо. Ну ладно, допустим. Если он поможет, дай бог. Может быть, кому-нибудь в голову запустить, допустим. Хоть что-то. Так, ну это явно не наша комната. Куда пойдем? Давай туда, наверное. Просто смотреть. Кто, блядь, Закрыто. постоянно ходит и запирает двери? Дюмет? Его помощник в плаще? Ну да, кстати. Двери прям постоянно заперты, оказываются. Некоторые бывают открыты. Но это в угоду того, то, что персонажи должны находиться ровно в том месте и в то время, где хочет злодей. Стой. Что там? Это что, блядь, чья-то шутка дурацкая? Откуда это? Это твое? Нет. Это она? Да, Кто она-то? Шелби. Один лак? Не надо. Я не понимаю, о Накрасили чем они. одинаково. Это он. Что?
Это он. Тот тип сзади. Знакомый? Типа того. Просто все время где-то пересекались. Он был иногда на тех же вечеринках. Возможно, он и Это есть я убийца. виновата. Нет, это неправда. В тот вечер мы хотели встретиться. Собирались выпить и пойти тусить. Я проспала. У нас тогда было не принято приходить одной. Шелби ждала, а меня все не было. И тогда он на нее напал. Все хорошо. Что тут хорошего? Это пиздец. Я живу с этим каждый день, и кто-то в курсе. Кто-то оставил это для меня. Это что такое? Без понятия. Но что-то плохое. Что за черт? Бегите сюда! Чарли! Все, хана. Их разделяют опять. Не-не-не, вам силы не хватит. Я не удержу. Слушай, вам надо бежать отсюда как угодно. Просто сваливайте! Живо! Джейми! Как вариант, просто взять стул, вынести окно и выбраться хотя бы на козырек, на крышу, еще куда-нибудь. Если не очень высоко, то можно просто выпрыгнуть. Это что сейчас было? Я не знаю, но меня это очень... Ну, маньяку только этого и надо. Что делать? Нам пиздец. Должен быть обход. Да, служебный коридор, вентиляция, что-то. Окна, допустим. Подумаешь, только ноги отобьешь, как бы, и все. Похромаешь потом пару дней, да и ладно, зато жив. Оп. Тут тоже не пройти. Что происходит? Че, лабиринт смыкается? Дюмать. Что происходит? Что у него с башкой? Он был дерганый. Но я тогда подумал, что он просто чудик. Большая разница между чудиком и убийцей. А мне кажется, не Давай Дюмет закинь. убийца. Ты видела, как Дюмет уплыл? Может, он узнал, что здесь убийца и сбежал? Может. Или тот мужик был не Дюмет, а кто-то другой. Тот мужик в маске? Вот именно. Нет, убийцей может быть вообще кто Ловушка. угодно. Ее же так просто не сделать. Все продумано заранее. Кто-то хотел, чтобы мы попались. А значит, на пароме с нами почти наверняка был не Дюмет. Угу. Ну, блин, разве что не догадаться, что это подражатель Холмса? Ну, чё ты не идешь-то? Вот иногда, блин, они просто застревают и не идут вперед. Надо прям заново прожимать кнопку, чтобы она вперед пошла. Ага, календарик. Когда уже скример-то будет? Кстати, до этого эта баба не ходила с фонарем, а мужик вот догадался зажигалку включить. Так, мне туда надо, но давай вот мы здесь вот эту дверь откроем, посмотрим, что тут. Твою мать! Что? Стенка Стена. что? Идем дальше. Как у Холмса. Нет, не хочу об этом думать. А как у Холмса? Как будто они знают. Хотя, может быть, эти документалисты хорошенько в его истории знакомились. Так. Тут подозрительное свечение. Возможно, мне туда. Ну, нет, мне по-любому уже туда, это очевидно. Тут тоже тупик. Тут ловушка будет. Пытаюсь понять планировку. Так, Кажется, эта комната планировка полностью меняется. отрезана. Кошмар, Я, говорит, пытаюсь понять эту планировку. Так, чувак, планировка меняется просто, я не знаю, на ходу. Зачем он так с ней? Потому что ее проще всего напугать. Легкая добыча. А вас? Вспомни наше шоу.
Это логика социопатов. А вас нелегко напугать? Я понимаю, что начали с самого слабого, но... Как будто они там прям тертые калачи. О, класс. Ты тоже это слышишь? Я боялась, что у меня крыша едет. Откуда звук? Ну, это тоже диктофон. Их приманивает. Найдите источник детского голоса. К гадалке не ходи, это диктофон. Так. Еще туда. Сначала туда. За монеткой, да? Монетка. Возможно, когда-нибудь они положат монетку в том месте, куда идти нельзя, Чарли, сюда. чтобы попасться в ловушку. Давай откроем. Оп, дверь закрылась. Клетка захлопнулась. Я, говорит, хочу к папе, ты обещал. Холодильничек. Так. Если вспомнить видение, у нас очкарик был в подобном холодильнике. Стой. Оп, тут секреты нет. Картины. Вот где-то тут примерно, да? Сожженные. Ну-ка еще раз. Ага, стенки, пол нет. Тут стенки бетонные. Тут стенки бетонные. Это не в этом будет помещении. Тут какой-то другой исход событий. Сколько мяса, да? Кто-то свининку любит. Мы в долбанной матрешке. Где? Ну, в матрешке. Ну, кукла внутри куклы внутри куклы. Крыша поехала. Этого не хватало. Мы чем застряли тут? на кухне, в пустом отеле, на частном острове. Даже если выйдем отсюда... То как выбраться из дома? Именно. Или с острова. Давай решать проблемы по очереди. Сначала кухня. Давай, ты про... Чарли, я нашла выход. Ну, с острова вы сначала из дома выведетесь, а потом ищите способ, да, как бы выбраться из острова. По-любому это не только один паром. По-любому это что-то еще должно быть, хоть лодка какая-нибудь. Еще, да, телефоны, они мобильные, как бы сдали, мобильников нету. Но, может быть, какие-то судоходные, может быть, какие-то корабли где-то рядом плавают. Охрана на крайняк, я не знаю, Рыбнадзоры. Дверь на петлях. Наверное, не так сложно будет выбить. Отойди. Это Угу. что-то новенькое. Это ловушка. И зажигалка минус. Чарли? Блять. Все, он в пол, да, провалился. Я понял. А это сидит, ей вообще похер. Я не могу. Не могу, ты ж... Стой, я хочу еще раз послушать. Она шаги записала. Правильно? Если я правильно понял, она слышит чье-то Надо дыхание. показать им. Стоп. В этой комнате тоже, наверное, ловушка. Скорее всего, во всех комнатах есть ловушки, даже, наверное, в коридорах. Народ! Ау!
Ау! Эй! Чарли! Марк! Джейми! Это выход в коридор? Довольно-таки пыльно тут. Ладно, хватит. Нечего так трястись. Так, у меня есть фонарь, ингалятор и и микрофон, да? У ингалятора 2 заряда осталось. К сожалению, я обязательно должен его использовать. Слишком пыльно, она дышать не может. Вернитесь к остальным, осмотрите проход. Жаль, у нее только на 1 раз или последний. Давай-ка мы вот так и вот так. Ага, она не может одновременно и фонарь в руки брать, и микрофон. Но тут вполне пока достаточно светло. Лечение чего? Натуральная мазь из змеиного масла для лекарства, сделанная из лучших королевских кобр. Институт Сильвер Эш. Причем, да, плакат так повесили, я не знаю, очень подозрительно. Тихо. Ванна. Слышу, как вода капает. Институт Сильвер Эш. Серьезно? Целая комната в доме по поводу мази? 2 манекена. Это замануха. Жутковато. Осмотрите институт Сильвер Эш. Ну, институтом это особо не назвать, конечно. Я оттуда, да, пришел. Ну-ка, давай по-быстренькому оглядим комнатку. Чик-чик. Туда я пока выходить не буду. Вот это что такое? Блять. Вот же сучка. Лорел. Лорел это не наша. Что там за милашка на фотке, которую ты запостила? Прям в твоем вкусе. Ты такая предсказуемая. Джейми. Кто? Эрин? Я тебя умоляю. Я люблю крутых стерв, а не робких лесных феечек. Она скромница? Тупица. Вечно ходит с растерянным лицом. То есть кто-то обязательно хотел, ну, чтобы она обязательно прочитала этот диалог. Так, механизм, значит, рука вот эта вот втыкается, наверное, куда-то. Но рука вот эта точно, она как механизм сделана. Правда, насчет второго я не уверен, но давай посмотрим. О, что за хрень? Я бы близко к этой штуке не подходил. Куда лезет, а? Фу, что это за дрянь? Боже! Какого хрена? А если еще раз? Но вот это изображение никаких секретов, ничего не содержит. Ладно. Я могу это только осмотреть. Всё, ну давай на выход пошли. К чему бы это просто было показано? То есть прям на столе все мигает. Стоять, это картинка?
Отвергните дьявольский напиток с доктором Холмсом. Чудесное исцеление. Слишком долго. Пристрастие к алкоголю осуждалось исключительно с точки зрения слабости характера и отсутствия моральных устоев. Однако поразительные открытия известных врачей показали, что алкоголизм – это болезнь такая же, как сифилис и холера, и излечить ее можно только подняв это. Но хотя препараты от алкогольной зависимости начинают появляться на рынке, жадность производителей делает их недоступными для простых людей и без того стоящих на грани разорения из-за своего злополучного недуга. Ответ на эту острую общественную потребность представил практикующий врач из Чикаго Генри Холмс, который на свои личные средства основал институт Silver Ash, обеспечив доступные методы лечения для пьющих слоев населения. Уже сейчас добрый доктор добивается замечательных результатов с теми, кто посещает его клинику. В институте Silver Ash не прибегает к молитвам, воззванием к Всевышнему, и единственное условие — довериться доктору Холмсу и его чудодейственному средству, запатентованному, но очень доступному по составу из секретных ингредиентов, включая чистейшее серебро, добываемое в шахтах Средней Северной Дакоты. При приеме внутрь трижды в день в течение 4 недель это лекарство способна изгнать пагубные пристрастия пациента. В самом деле, после месячного курса лечения в институте Silver Ash под строгим руководством доктора Холмса от вашего прежнего дурного характера мало что останется. То есть у нас этот Генри Холмс Джейми, до кучи еще открыл свою якобы клинику, которая алкоголиков лечит. Странно, ну ладно. Джейми? Вранье, это не она. Эрин, ответь. Ты где? В нагрудном кармане у доктора. Ты слышишь? А, нет, во рту. Что происходит? Ты в опасности. Как ты? Послушай меня. Делай, как я скажу. Что происходит? Я видела твои сообщения. Ну, давай замешательство. Джейми, что происходит? Где ты? Я не... Послушай. Слушай, там есть шкаф. Залезь в него, давай. Что за ерунда? Прячься, Эрин. Зачем мне это делать? Что происходит? Эрин, скорее, просто поверь мне. Ну, я вообще не должен верить. Это может быть кто угодно. А в кафчик-то хочется, да? Ну, давай спрячемся. Возможно, это не надо было делать, ну ладно. Маничелло прям хочет, чтобы я был в шкафу. Осторожность вверх. Подожди, это странно. Если он сейчас меня не найдет, это правда странно, потому что он посадил манекен, он вставил ему в рот микрофон, кто-то мне передал, типа, прячься в шкаф, и этого не услышал маньяк. Это странно, потому что он тут пасет нас всех. Мы тут все под колпаком, и если он даже стенки может закрывать, и он даже знает, где мы ходим и бегаем, что... Ну ладно. И он типа не знает, где я нахожусь. Но мужчина белый. Клик. И он пошел к шкафу. Чарли, Марк, Джейми! вестибюль. Ты где? куда все пропали? Надеюсь, спокойно сидят и ждут, когда мы придем. Кейт, посмотри-ка. Что за фигня? Мы что, заперты? Похоже на то. Стой. Что, Слышишь? это они? Откуда звук? В ресторане кто-то есть.
Там такой ресторан, один стол стоит. Хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха... Их разговор записывали. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. Вики, несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям. Что за херня? Что за херня? Это вы сидите. Только бокалов нет с вином. Марк, ты что делаешь? Не подходи к ним. Просто манекены, во что Чарли нас втянул. Ну, давай... А давай ничего не скажем. Просто так. Это ни на что не повлияло, ну ладно. Это просто пиздец. Согласен. Что за чертовщина? Может быть, надо что-то осмотреть? Да нет, тут камера особо не двигается. Давай к следующему манекену. А кто-нибудь видел Дюмета? Ну, давай, хватит дергаться. Какой-то из манекенов резко повернет голову, будет скример. Может, хоть ты? Жесть. Так на него похож? За пару часов это все подготовить просто невозможно. Пару часов он вас ждал, может быть, несколько месяцев. Слышишь? Шаги. Я еще не Или всю всё комнату ближе. осмотрел. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Так, аккуратно. Это что будет? Что там за возня за дверью вообще? Не во что кидать. Она может камень потерять просто и все. А камень пригодится. Как отсюда выйти-то? Прям обязательно, да, это надо сделать. Очень печально. Да, другие кнопки не работают. О, черт. Джейми. Мне пришлось кинуть. Вы чего это? Прости, я думал... Охренеть. Что это вообще такое? Отношения обновлены. Чё там Джейми минус? Ну, уточнение, что случилось. Рад, что ты цела. Давай сопереживание. Когда стена закрылась, я рад, что ты цела. Дюмет убил смотрителя. Что? Джейми плюс, Джейми минус. Ну зачем это делать, я не понимаю. Ты был вынужден ей булыжником в голову зашвырнуть, а потом должен вывести по диалогу либо в плюс, либо в минус. И ты выбираешь, естественно, плюс. Сами видели. Дюмет? Это ловушка. На нем была маска, и я знаю, что это бред, но я не шучу. Теперь он хочет убить Эрин, надо идти. Так, постой. А где Чарли? Не знаю. Мы разделились. Этого не может быть. Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, Это что, он прикол всё такой? правдоподобно отрицать. Тела убьют. Боже, Убьют заткнитесь! тела. Убьют. Это что? Камера. Или нет? Это... Нет, подожди, это не камера, это настоящий глаз выпал. стекло.
Муляж или от зверя какого-то, точно? Ага, зверя. Не-не-не-не. О, фу! Настоящий! Он настоящий, блядь! Это уже перебор! Надо валить отсюда. Кто-то глазки коллекционирует, походу. А где третья? Закрыто! Что происходит? Ту дверь теперь тоже не открыть. А с ноги попробовать? Демат! По идее, двери деревянные, замки там тоже не очень должны быть прочные. Это можно бы разнести. Поиграть хочешь? Иди сюда. Давай. Иди поиграем. Сейчас придет. Поиграете. Чарли, подвал. Угу. То есть мы за очкарика играем. Вот здесь он может сгореть. Я по комнате узнал. Ну, если не прямо здесь, то где-то рядом очень. Надо выбираться. Логично. Найдите выход из подвала. Так, подожди. Вот это у нас что? Стенка. Джейми! Ну, Ты там? Джейми! по идее сюда... А, подожди, он отсюда Я прилетел. живой! Да похер всем. Он прилетел отсюда. Это что? Ключ. Ай, черт! Ну да-да-да. Она запускает механизм. Фитиль, чувак. А нет, это не фитиль. Но это, по-моему, на газу работает. Ключ от решетки. Ой, как удобненько. Сомневаюсь. Ну, я, конечно, должен попробовать, естественно. И все? Я думал, в этом какая-то загадка будет, что ли. Очень странно. Ключ висит. Он снимает ключ. И это место, ну, зажигает огонь. Он палец себе обжег. Тут же он очень легко выходит из решетки. Ну, из камеры этой. Очень странно. Так, что это такое? Логотип знакомый, кстати. Это как-то можно открыть. Так. Дата, время события, подпись. Большая часть бригады прибыла на остров. Оборудование перемещено в отель. Встретились с владельцем отеля мистером Белкнапом. Ага, владелец отеля у нас Белкнап. Возможно. Значит, оценка на месте. В подвале отеля начаты земляные работы. Неразборчиво. Работы на первом и втором этажах идут полным ходом по плану. Часть оборудования пропала. Мы подготовили отчет и запросили замену у мистера Белкнапа. Согласно действующему договору, Джеймс Келли покинул проект. Он оставил записку, сославшись на чрезвычайную ситуацию, но напрямую ко мне не обращался. Отчет будет составлен позже. Установлен первый комплект движущихся стен. Получена копия чертежей для мистера Белкнапа. Начат монтаж опор потолка подвала. Завтра и остальное все неразборчиво. Бобби бросил меня на произвол судьбы. Это уже второй ненадежный человек. Это уже второй надежный человек, который прекращает работать над этим проектом. Значит, ремонт бара.
остальное недоступно. Неразборчиво, точнее, прокладка труб в подвале завершена. Ремонт второго этажа будет завершен на следующей неделе. Ремонт бара завершен. Работа идет хорошо. Если ничего не случится, уложимся в срок. Неразборчиво. Удалось восстановить. Установка всех подвижных стен завершена. Такое ощущение, что канализация и стенки тут единственное, что успели строители сделать. Установлены приемники сигналов. Участились сообщения о пропаже оборудования. То есть кто-то у строителей потихоньку тырил оборудование, да? Подано третье заявление на замену за месяц. Проект завершен в согласованный срок. Владелец просит провести дополнительные работы в СПА под отелем. СПА под отелем? Ладно. У нас на острове осталась лишь небольшая часть бригады, поэтому мы проведем первоначальную оценку затрат, пока дожидаемся ответа от Келли. Получено сообщение от Келли. В отеле остался костяк бригады. Лора, Моника, Райан, Фрэнк и я. Мы продолжим работу в СПА до возвращения остальных. Райан пропал, оставив записку о том, что у него заболела мать. Я уверен, что его мать умерла много лет назад. Попрошу разрешения у мистера Белкнапа связаться с ним. Дальше. Что там? Секрет найден. Лора закончила монтаж системы громкоговорителей вместе с мистером Белкнапом. По его словам, после завершения работ ей стало плохо, и он предложил ей заночевать в одном из номеров. До сих пор нет сообщений от Келли о том, где остальные члены бригады. Что происходит? Лора не выходит из номера. Моника молча ушла, а я не могу связаться с Келли. Завтра вернусь на материк вместе с Фрэнком и Лорой. Это кошмар какой-то. То есть... У нас начальник бригады, то бишь бригадир-то, практически один остался. Это еще что? Сзади точно никого нет. Картиночки. Фотографии этих... людей, которые работали тут, строители. Чикагский убийца, жертва 2, причина смерти травма брюшной полости, у жертвы вырваны все зубы. Ну, а вторую картинку. Полагаю, вы читали мой отчет о первом? Тот же почерк. Неизвестный мужчина, много колотых ран. В нижней части живота раны такие же, как были у первой жертвы. Форма входных отверстий позволяет предполагать, что орудие убийства было тем же самым. Похоже, мы столкнулись с коллекционером. В этот раз было отрезано левое ухо. Разрез ровный. Вероятно, скальпель или опасная бритва. Очень аккуратно. Просто мастерски. Почти без крови. Когда это сделали, жертва была мертва, вероятно, уже минут 30-40. Здесь два случая различаются. Если помните, первой жертве вырвали зубы при жизни. Явно было много крови и криков. Парень учится. То есть сначала он, получается... Да все, я хочу выйти. То есть сначала он, короче говоря, зубы выдрал одному. Потом в нож ему, ножом ему в брюшко натыкал. А другому, короче говоря, он сначала ухо отпилил. А нет, сначала он его убил, потом ухо отрезал. Коллекционер хренов. Стой, тут не выйти, да? У нас есть рубильник. Да, есть рубильник. И у нас кто-то наблюдал за камерой с тремя фонарями. Но на нашей камере, в которой он сидел, фонарей никаких нет. Это другая какая-то камера. Давай, что ж. Она запускает ловушку. Ой, блин, зря. Я бы никуда не пошел. Я бы попробовал все-таки вернуться на вентиляцию обратно. Вот эти вот тумбочки, шкафчики, это же можно вот туда даже стол подставить и обратно залезть. Разве нет?
Эту бы курву, конечно, заткнуть. Было бы так классно. Так. Примотанный какая-то куколка. Зачем? Мне главное комнату узнать, в которой он может сгореть по видению. По видению с картинки. Так, прежде чем дергать всякие вот эти, давай попробуем все-таки с куклой что-то. Слушай, а зажигалка у него есть? Что, тоже попался? Выберусь, пришлю к тебе спасателей. Ага. Зажигалка упала рядом с ним, по идее. Но ее со мной нету. Может, блин, я пропустил ее? Давай быстренько вернемся. Вдруг, правда, я зажигалку пропустил. Вот он валялся где-то тут. Но зажигалки нету. Она. Я без огнива остался. Ну и ладно. Давай, дергаем, короче, и пошли туда. Пока маньячелло все дела расставляет так, чтобы мы находились в том месте, где ему надо. Все идет по плану. Четкому, выверенному и отработанному. Так, ну это не та комната, наверное. Я не знаю, что там за ящиками еще. Пошли. Все равно выбора пока никакого нет. Это что такое? Угу. Что я должен отсюда увидеть? Это котельная, кстати, какая-то. Уж очень на то похоже. Может быть, вентиль покрутить надо, что-нибудь сделать тут? Да нет. Инвентарь определенно у меня пустой, как бы особо тут не разгуляешься. Давай, протиснулся. Ну, пробраться, вот. С третьего раза только сообразил, что ему делать надо. Так, дальше. Опять записочки. Стой, а у него была карточка. Вот. Но для меня как бы до сих пор вот эта странная фишка. Что карточкой можно, блин, ящики скрывать. Ну, во. Теперь откроется. А, монетка. Берем. Уже 15. Так, давай тут до упора. Нет, ничего такого. Дай-ка угадаю, тут сейчас стенка какая-то отодвинется. Хотя нет, смотри-ка, тут прям на огонь. Тут огонь нарисован. Куда этот провод идет? Чик-чик-чик, и вот там прячется, да? Я сам себя в ловушку загоняю, по сути. Ладно, что делать?
Кто орал-то? О, знаете, кто кричит? Да сейчас. Ну, надо туда, к источнику света идти. Это как минимум. Ну давай, давай, смелее. Ну что ты, блин, встал как вкопанный. Надо еще раз прожимать. Управление, я скажу, тут такое себе. Местами подглючивает персонажей. Ничего новенького не валяется. Да, я оттуда пришел. И у нас там, где вот этот, как его, кукла была, вот она и валяется тут. Уже обожженная. Будем иметь в виду. Где-то здесь я могу потерять этого персонажа. Дай-ка угадаю. Угу, вот прямо в этой комнате. Было такое видение, то что в этой комнате я могу персонажа этого потерять. Я вот по вот этой решетке узнал и стенкам. Крематорий, короче, местный. Тут что, бензин лежит? Есть еще какие-то действия, кроме как поднять бенз? Все, он даже дальше не заходит вообще никак. Что можно сделать еще? Все, хана. Ну да ладно, давай поднимаем бензин. Слушай, это сигареты. То есть, это у нас... Это у нас сыр в мышеловке. Вот и все. Он же у нас все это время сигареты искал. Сейчас он, блядь, их найдет как следует. Давай. Слава богу. Дождался. Зажигалки нет. Это лучшая сигарета в моей жизни. Зажигалки нет. Он ее потерял, когда падал. Так как же так? Хлоп. Сейчас и дверка закроется. Блин, ну насколько нужно быть тупым челом, просто чтобы ты видишь, пачка сигарет лежит прямо ровно в центре комнаты практически, да? То, что тут куча золы, то, что внизу идет решетка, дверь огнеупорная. Как жалко то, что, да, мозгов некоторым не хватает. Мы, кстати, не прямо сейчас его потеряем. Чуть-чуть попозже с ним сцена будет. В этом коридоре у нас носатая ходила, кстати. Что он делает? Что он делает? Наблюдает, как этот чел сгорит сейчас. По-моему, да, во второй пиле у нас чел в трубе сгорал, да? Окей. Ну еще в третьей было тоже. Что-то подобное. Там взрыв был. А ручки-то короткие. Ой, беда, разрушения. Ну, по идее, голова пролезет, все пролезет. А решеточка тяжелая. Возможно, заварена еще. Угу. Подача газа. Это ему подкуриться дали. Эй! Есть тут кто? Сейчас все будет. Я здесь! Эй! Ну даже по чертам лица на садовника, ой, блин, на этого, на дворецкого не похож он на Дюмета. Дюмет был темнокожий, у него было узкое лицо, ближе к овальному там. Это не тот человек.
Этот манекен не чиркнет сам зажигалкой. Стой! Или так. Стой! Да, чиркнет. Стой! Пожалуйста! И что же делать? Выбить дверь, поднять решетку. Ну давай, допустим, поднять решетку. Потому что к двери он уже подходил, как бы там не вариант. Опа. Давай, давай, мужик. А чё ты к двери пошел? Поднять решетку, идиот. Он уже ее начал поднимать, в чем дело? Давай, блядь, открывайся! Я кому сказал? Она уже горяченькая, решетка-то. Хотя нет. Не зря же они писали про систему вентиляции, это раз. То, что они там эти, как его, ну, строители делали, типа, завершена вот закрытие стен в коридорах и вот эта вот вентиляция. По-моему, они про это писали. Это во-первых. Во-вторых, у нас по видению, то, что видение было в картинке, у нас он как раз и сдох возле двери. Он не сдох в решетке. Вот в чем дело. Поэтому выбор только решетка. Причем дважды. Или нет? Я не исключаю ту фигни, то что он действительно сгорел. Но обычно в играх от Dark Pictures персонаж не считается умершим, если он прям вот показали, что он падает, допустим, у него глаза открыты, там туда-сюда. Возможно, он еще не умер. Возможно. Ситуация у наших друзей накаляется. Чарли, похоже, спекся. Может быть. Сложные личные отношения влияют на совместную работу. Но, похоже, Марк и Кейт все же справляются. Они узнали друг о друге что-то новое. До чего у мистера Дюмета сложная аниматроника. Очень изобретательно. И весьма реалистично. Мне интересно, где он берет детали. Думаю, на данном этапе справедливо дать вам небольшой совет. Сравнять шансы. Что скажете? Ну, его советы, как правило, мало чем помогают. Давай, ладно. Почерпнем вдохновение в работах Артура Конан Дойла. Похоже, наш Про Шерлока. Герман Маджет так любил Шерлока Холмса, что взял его фамилию. Угу. Вот. У него первоклассный ум. Ну, это Он понятно. сидит неподвижно, словно Как бы, если совершенно человек идиот, он не сможет такие загадки придумать. паук в центре паутины. Но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них. Надеюсь, поможет. Мне кажется, очкарик еще жив. Вам лучше вернуться к делу. Согласен. Удачи. Я думаю, что очкарик еще жив. Хоть показали, как он горит, но не показали труп.
А к двери ломиться, ну правда, я вот не вижу смысла, если бы он к двери ломанулся, выбить дверь огнеупорную, вы серьезно, она металлическая, закрыта на засов, сверху это стекло тоже закрыто, ну как бы вот это окошко. То есть, что бы он сделал? Он бы как-то пальцем отковырял это окошко? Нет, не получилось бы. Он бы возле двери точно был бы покойником, я думаю так. Причем выбора-то у тебя, ну, тебе дважды дают. Либо решетка, либо дверь. Либо решетка, либо дверь. Все. Если бы он начал суетиться, сначала решетку отодвинув легонца, и ломануться к двери, дергать дверь, потом обратно, что ли, к решетке, что за чушь? Мочь. Блять. Что за херня? Стой. Слышите? Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин? Нифига. Это ловушка. Это единственный выход. Так что скоро узнаем. Так, Джейми, погреб. Найдите выход. Давай, свет сначала. Закрыто. Тоже закрыто. Правда, я думаю, то, что очкарик покричал, как бы это ничего страшного. Может быть, он обожженный, но выжил. Других вариантов нет. Ну, будет обидно, правда. Я тогда вот вообще не понимаю, что от меня игра будет хотела на тот момент. Будет обидно, правда, если очкарик подох. Но, как правило, в черных картинках это бывает. Сначала ты персонажа теряешь, якобы ты думаешь, что все, он покойник. Но потом оказывается то, что там за него еще сюжетная линия в конце появляется. Куда мы попали? И он как бы не умер. Ну, будем надеяться на лучший исход событий. Где у нас что, кстати, у нас по этим, по картинам. Возможность. Это что? Ага. То есть кто-то пытается удрать на корабле, врезается в стенку. Сигареты. Вот это то, что мы... То, что он сгорел. Возле двери. Вот. То есть вот таким образом создатели, ну, разработчики бы показали то, что он действительно умирает. Но так как он плавится под решеткой, находясь, не факт вообще, что он умер. Вот это что? Угу. Его дважды, походу, можно потерять. Не исключено. Вот здесь, если баба... Ну, вот этот эпизод я уже типа прошел. Вот эта баба, если бы напала на маньяка, то он бы именно так и поступил. Но я вроде отбрехался в этом плане. Так, ну все, дальше пошли. Ну, а тут кровишка. Тут пилу первую снимали, что ли? Все, ничего не блестит. Подбирать нечего. Смотрим дальше. Хорошо. Некоторые фразочки не были озвучены и переведены. Ну, это, наверное... Это, наверное, патчем поправили. Это Лора, администратор. Сообщаем, что спа-колумн открыт для посещения. Каждый из уважаемых гостей для нас произведение искусства. Долбаный урод. Он следит за нами. Да, а вы что хотели? Я не понимаю. Они разве до этого не догадались? У вас перед носом стенки закрываются, а вы говорите, что, блин, он следит за нами через полчаса? Он не только за вами следит, он вас еще и убить хочет. Дай-ка вот эти... Секрет один открою. Но, кстати, странная фигня то, что спа находится в подвале отеля вообще. Ну, в отеле есть такая фигня, встречается. То, что спа. Ну, в общем, строители у нас бассейн, да, видимо, какой-то строили тут. Здесь может быть скрытая информация. Вот один из строителей.
Джесси Кларк. Тоже с усяками какой. Ну и чего? Как улика это не сработало. Ну не улика, а точнее. Что? Насколько сильно я должен ее покрутить? Бригадир Джесси Кларк. Это вот который последний остался среди всех. Ну практически-то. Все, больше тут искать нечего. Марк уже прям там готов стартовать куда-то. А что, мне сюда не пройти? Точно. Как хотите. Забраться? Тоже нет. Подожди, а куда? Баба вообще что-то стоит, куда-то смотрит. Что с тобой? Она на волю хочет, я вижу. Сюда. То есть скрипт сработал, пока я не это, пока я еще раз не подошел к карточке. Она не может сюда зайти, на эту лестницу. Эй, ты. Она не может ничего сделать. Может повыше забраться как-то? Это очень быстро спустился. Вдруг. Ну, по этим кучкам они, естественно, вообще не лазают. А вот нет. Ну, естественно, они эту фразу забыли перевести, что они от меня хотят. Вот он прям стоит и смотрит вот туда, но мне никак тут не пройти. Он сел и все, и с концами. В чем дело? О, подожди-ка. Мне тут пиксель надо какой-то определенный искать или что? Мне лестница мешает. Смотрим дальше. Стой. Вот тут вот. Оп. А тут перепрыгиваем просто. Все, я понял, что они от меня хотят. Дергался, стоял 10 тысяч лет возле одной лестницы. Что случилось? Че орешь-то? Боже, ничего не произошло. Как резко этот меняется. То мы вроде как в каком-то, ну, помещении а-ля похоже на бассейн находимся, то раз, и мы уже в какой-то, я не знаю, в комнате отеля. Тут вон диванчики стоят. И чё? Рассмотреть. И что я тут не увидел? Может, скример какой должен выскочить? Задолбали фразы не переводить. Вон там что-то валяется. Так, давай, читаем. Всем сотрудникам от доктора Пулли. 34 год. Касательно обрушения потолка в котельной. Коллеги, прошу учесть, что из-за воды, которая натекала из прачечной, обрушился потолок в котельной. Это привело к значительному повреждению оборудования и системы водоснабжения. В сложившихся обстоятельствах мы приняли трудное решение немедленно закрыть оздоровительный комплекс до окончания ремонта, что может занять несколько месяцев. Всех гостей мы уведомили и попросили до конца дня освободить номера. С уважением, доктор Гарольд Пулли. Служебная записка СПА Коломб. Ремонт несущих конструкций
350 тысяч долларов. Ремонт котельной 150 тысяч долларов. Отделка 80 тысяч долларов. Это нам не по карману. Мне опять к решетке надо. Мне ж показали это. По-любому. Снова нет. А что надо-то от меня тогда? Переводить-то будете что-нибудь? Кстати, а где третий? Ну он уже ушел оттуда, вот он тут тусит. Прямо проберемся. Чик. Ай. Нам выше надо, там лестница. Ну быстрее. Там крысюки бегают. Все? Можно еще? Нет, дальше точно нельзя. Смотрим дальше. Ну давай, коль не шутишь. Вот манекенчики пошли. Манекены не зря. Просим всех участников парных процедур собраться у стойки рядом с выходом в вестибюль. Угу. Наверное, мне сюда, вот где стекла битые. Сейчас я только до конца эту комнату осмотрю. Это вот эта стойка в вестибюле. Про нее сейчас говорили по радио. Тут закрыто. Видите? Указатель, что ли? Что там, как думаешь? Какой указатель? Тут нет указателей. Проверим. Дай-ка я попробую открыть. Вы пока ищите другой выход. Ну, никто эту дверь не откроет. А вот эту да. Марк, помоги-ка. Давай попробуем выбить эту дверь. По-моему, она и одна может справиться. 2, 1, давай! Ловушечка. Кейт? Что случилось? Причем здание в аварийном состоянии, но до сих пор ловушки идеально работают. Будь здесь! Скорее! Странно. Им, правда, если бы ловушка какая-нибудь не сработала. Как бы маньяк психовал. Что? А что это, парилка какая-то? Был другой. Да, слушай, это парилка. Вон тут всякие скамеечки. Идем. Сейчас нас так или иначе по-любому всех разделят. Марка тоже сейчас заберут. Так, мне туда, но для начала давай-ка мы тут осмотрим. Монетка? Да. Чик. А, нет, слушай, не монетка, это визитка. По-моему, я такую же уже собирал. Грантон Дюмет строитель. Дюмет строитель? Как давно он строителем стал? Кстати, она теперь отказывается бегать. Она теперь только ходит. Кто плачет? Блин, это походу замануха. Ну ладно, я должен определенно туда подойти. Я уже был возле этой двери. Уйди! Выпусти меня, мудак! Я не... Это
женщина, которая строителем здесь работала. Но только дело в том, что это манекен. Ну, Лаура Мёрфи. Ну и прическа у Лауры. Тот был 11-м, это 9-е. Подожди, а чё она-то я не прочитала? Вот. Лора Мёрфи. Старший электрик. Слушай, возможно у нас сейчас загадка будет какая-то по электричеству. Почему персонаж отказывается теперь бегать? Нормально же начинали. О, вроде она там рыпнулась, хотела побежать. Так, давай дальше. Записочки. Наши любимые записки. Джесси, я увольняюсь. Когда ты это прочитаешь, меня на острове уже не будет. Не ищи меня. Я ухожу, с меня хватит Моника. Ну, это тоже записка одного из строителей. Я оттуда пришел, значит, нам тут закрыто. А, ну слушай, я ж тут был. Только с другой стороны. Здрасте. Зловещий вышел оттуда. А что он там делал, интересно, вперед меня? О, наконец-то она бегать смогла. О, еще один строитель сушится. Так, а где-то тут еще какая-то кнопка действия была. Вот. Монетка. Птица. Сколько за птицу дают? 5 штук или 10 даже. Вот и карточка его. Фрэнк Хейдлман. Фрэнки старина. Подвесил себя как гирлянду. Фрэнк Холдерман, ведущий конструктор. Номер 10. То есть у нас идет 11, 9, 10. Запомним, наверное. Ну и все, тут, по сути, больше делать-то и нечего. Так, там был. Вот я сюда пошел. Стой. Нам наверх надо сейчас будет забираться. Ну, вот сюда. Залезть. Чик, чик. Ну, естественно, за нами маньячела прям по пятам ходит и прям за нами следит. Очень пристально и внимательно. Она ждет, пока мы Конечно. попадемся в его ловушечку. С левой стороны кто-то плачет или еще что-то. Угу, скримерок. Это что, блядь, было? Это был строитель. Ну, точнее, манекен из строителя. Закрыто. Слава богу, она бегать начала. Да, я что-то не хочу туда падать. Ну, придется. Давай. Вообще темнота. Но нас сейчас по-любому должны с этим, с Марком разделить. Как иначе-то? Еще монетка. Так а зачем они нужны, я не понимаю.
Это с волком. Тут должен быть проход. Должен. Сейчас будем искать. Проход. Может, повыше? Вот там вон где-то свет горит. Вот тут вот свет горит. Но я, по-моему, оттуда пришел. Ну-ка, подсадишь? Высоковато будет. Так, ну давай попробуем, да, вот сюда залезть, на палеты. Потом еще выше. Смотрим дальше. Отсюда перепрыгиваем. Оп. И по вот этой, да, определенно идем сюда. Балансировать. Оп-оп. Допрыгнет? И раз, два. Стой. А, тут и идти особо-то некуда. Все, залетаем еще выше. Еще выше. Тут по краешку. Давай, 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 давай. Опа. Там у Марка, по-моему, ноги хрустнули. Вот свет прям пробивается отсюда, но это зашитая стена каким-то деревяшкой, походу. Марк, помоги мне с этой херней. Или это металл? Да, это металл. Слушай, это дверь какая-то металлическая. Сейчас херак и дверь такой. А, нет, слушай. Хотя было бы так банально. Один пролез, второй нет. Но нас сейчас будут делить. И тогда будем точно все поодиночке ходить. А чё ты фонарь-то выключил? Все, топаем. Где-то здесь должна быть ловушка уже. А, слушай, мы как раз у нас над этим, как его, вот над этим окунем ползем, который сушится. Прыгнуться, тут проползти, давай, давай. Он так ладошками шлепает об пол. Стоять. Вот не зря тут прожектор. Где Марк? Он там, он за этими, за поддонами находится. За мной не идет. Блин, какая же это часть пилы? Я вот точно не помню. Вторая или третья, что ли, там в вставках было то, что они были у одного были глаза, короче, зашиты, у второго был рот зашит. И они притягивались к этому, к столбу. Замолчи. Нет! Моника! Нет! Не хватит, прошу! Так, подожди. Возможно, ловушка сработает, когда я дверь открою. Возможно. У меня больше... А где сам Марк? Это какое-то послание? Хочет нас запугать. Или сказать что-то? Что, дверь или кнопка? 9 секунд, если что, у нас времени. Да, ожидаемо. Ожидаемо, дверь закрыта. Что делать? Придется жать. Тронь.
То есть у нас маньячело специально построил вот это вот все, вот эту всю сцену, только для того, чтобы нам ключи дать. То есть у него настолько много загадок, что он может сцены просто вот из ловушки просто так как бы для того, чтобы показать, что я вот могу. Райнхард, ты такой? Старший специалист по сносу. 8. То есть у нас цифры были 11, 9, 10, 8. Блин, я не знаю, важна ли эта информация. Ладно. Давай, выходим отсюда. Ключ у нас есть. То есть нас пока просто запугивают, и все. Пока убивают только манекенов у нас на глазах, как бы, типа, вот все. Бойтесь. Но маньячело мог бы нас ловить. Каждого участника мог бы ловить в эти ловушки сам. А он почему-то на манекены тратится. Ой, не знаю. Блин, для чего же эти монетки нужны? Может, здесь где-то написано? Вот везде вот эти вот монеты. Странно, ну ладно. Особо, кстати, про это в интернете тоже ничего не пишут. Куда идти? Стол двигать надо. Ну и все, тут больше ничего такого особенного нет. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. Сейчас все будет. Вы где? Марк? Джейми? Тише. Кейт, Все нормально. Она рядом где-то. мы живы. Слава богу. Нашлась. Мы нашли ключ. Пошли отсюда. Hear that? Где-то музыка играет. 181. Я заметил это на вот этом календаре. Возможно, маньяк таким образом отмечает количество жертв. И он подумал, то, что очкарик умер. Но я считаю, что очкарик у нас все-таки жив еще. Нам прям показали 181. Я думаю, что очкарик правда жив. О! Ирин, институт Сильвер Эш. Уже 1:24. То есть она, получается, почти час в этом шкафу просидела. Если я не ошибаюсь. Долго. Она могла бы использовать, да, вот свой слуховой аппарат. А он сидел рядом.
Нагнетает атмосферу прям. Ловушечка. Все, ему можно не торопиться. Птица в клетке. Так, Джейми, коридоры второго этажа. Черт. Оп, и вторую поймали. Вытащите меня Будет отсюда! еще третий дебил? Нет, не будет. Мы будем наблюдать просто за ними двумя. И сейчас нужно сделать выбор. Эрин, ты не ранена? С тобой все хорошо? Выпусти меня! Быстрей! Мы опять попались! Да потому что вы дебилы. Вот вы и попадаетесь. Дай-ка угадаю, сейчас еще Марка поймает. Черт! Но нет. Что это? Вентиляция заработала и начало давление расти. У них воздух откачивает. Я не могу дышать. Окна закрыты наглухо. Видимо, он хочет, чтобы мы смотрели. Стой, смотри. Тут какой-то рычаг. Чтобы дать воздух? Нет, не обеим. Да-да-да. Возможно, это откачивается давление. Возможно, просто воздух откачивается. То есть им устраивает как вакуум. И повернув рычаг в одну или в другую сторону, мы решаем, типа, кому больше достанется воздуха. Как вытяжку? На кого укажет рычаг, та задохнется. Что? Но можно, если параллель провести напротив других игр, как бы от Dark Pictures, Supermassive Games, не факт, что выбрав рычаг, это будет именно тот выбор. Он хочет, чтобы мы выбрали? Угу. Господи! Не могу. Будем стоять, тогда они обе умрут, Марк. Джейми, пожалуйста. Я не знаю, мне кажется, все-таки у этой вот носатой все-таки есть один пшик этого для астматиков. Баллончика. Не хочу! Я не хочу умирать! Помоги мне! Опа. Надо выбрать. Сейчас! Убить Эрин, убить Кейт. А если вообще выбора не делать? Эрин умирает. Прости, Эрин. Прости меня. О, Господи. То есть так или иначе ты портишь отношения? Ну, теперь этот персонаж точно умер. Так, давай попробуем переиграть. Спа или удушье? Да, заменить. Откуда загрузят, мне интерес? Если нет, придется спа проходить. А, нет, нормально.
Ну, сейчас ее спасаем. Вдруг поможет, не знаю. Но не факт, вообще не факт. То, что если ты в ее пользу дернешь рычаг, спасется это или другая. Может быть, вообще никакая. Тут просто наугад действуешь, кого ты спасешь точно, только разработчику известно. Давай еще раз. Черт! Нет! Вот она что, не видит, куда она забегает? Кейт! Кейт! Возможно, кстати, в этой сцене ее вообще ничего не убивает. Ты не ранена? С тобой все хорошо? Слишком много вариантов. Отпусти меня! Быстрее! Наверное. Мы опять попались! Им не выйти. Черт! Что это? Жалко, вот это все нельзя пропустить, быстренько скипнуть. Чтобы уже конкретно видеть исход. Я не могу дышать. Сейчас Окна сделаем. закрыты наглухо. Видимо, он хочет, чтобы мы смотрели. Стой, смотри. Тут какой-то рычаг. Чтобы дать воздух? Нет, не обеим. Он запускает вытяжку. На кого укажет рычаг? Получается, кстати, вот я вообще ничего не делал, но умирает носатая. Та задохнется. Что? Как ее зовут-то? Кейт. А нет, Эрин. Эрин умирает. Он хочет, чтобы мы выбрали. Господи! Возможно, ее вот именно только тут можно спасти. Ну, именно выбрав ее. Тогда они Не обе знаю. умрут, Марк. Но если ты просто стоишь, они обе не умирают. Пожалуйста. Не хочу. Я не хочу умирать. Помоги мне. Надо выбрать. Сейчас! Ну, давай. Ой, стой, 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 не убейте Эрин. Прости меня. То же самое происходит. Господи. Да. Я не могу. Прости, Эрин. Ай, блин. Делаем другой выбор. То есть, по сути, если ты не делаешь ничего, это равносильно к тому, что ты выбрал убить Эрин. Ну, значит, тогда вариант только один. Убить Кейт. Вроде выбор-то несложный, да, по сути, но вдруг это обман. Сейчас мы это дело сделаем. Пойдем на перекур. Чёрт. Не трогай меня. Он, по идее, этот маньячила, как и тем же самым Until Dawn, дает выбор именно участникам. Он никого не убивает.
Они сами себя убивают. Он только их пугает. Ножичком тут кольнет. Здесь припугнет. Они сами себя выпиливают. Черт! Нет! Вытащите меня отсюда! Кейт! Но зато мы посмотрим хотя бы все три исхода событий. Нейтральные, либо убить Эрин. Сейчас вот убить Кейт. Выпусти меня! Быстрей! Мы опять попались! Им не выйти. Черт! Что это? Такое ощущение, что тут в любом случае ты кого-то теряешь. Хотя до этого вроде никаких развилок не было. Я не могу дышать. Окна закрыты наглухо. Видимо, он У хочет, нее чтобы астма, мы это смотрели. прям ловушка для нее. Смотри. Тут какой-то рычаг. Чтобы дать воздух? Угу. Нет, не обеим. Он запускает вытяжку. На кого укажет рычаг, та задохнется. Что? Пустите нас! Он хочет, чтобы мы выбрали. Господи! Не могу. Будем стоять, тогда они обе умрут, Марк. Джейми, пожалуйста. Не хочу. Я не хочу умирать. Помоги мне. Может, правда это подсказка? Что вот прямо ее надо спасти? Надо выбрать. Сейчас! Убить Кейт. Нет! Мне Ты пришлось, а то умерли бы обе. Спасибо! Спасибо! Да другая Не умирает. надо. Нет, нет, Кейт! Окно. Окно свистит. Там все. Так, назад, назад! Угу. То есть у нас есть еще возможность ее спасти. Или нет? Больно прочное окно. Он вынес окно, а почему я не заметил этого? Ладно, мы ее спасли хотя бы. Все. Я дышу. Кейт, ты как? Ожидаемо. Ожидаемо, но тем не менее все живы. Пусть она по щам получила, но заслуженно. Что это было? Дюмет с нами играет. И мы все здесь в полной жопе. Ты как? Слушай, отвали от меня! Народ, нам надо все обдумать. Иначе он нас всех убьет, как Чарли. Стой! Чарли, шоколадная Чарли фабрика. Дюмет его поймал и устроил для нас игру. Мы видели, как он погиб. Нам нужен Я не план. видел. Плевать на игры, ловушки и остальное. У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны. Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить по душам? Предлагаю подумать головой. Гадать можно бесконечно, но если нас убьют, разницы нет. Нахрен расследование, я хочу выжить. Расследование – наш способ выжить. Нам его не переиграть. Надо быть умнее. Ему нравится убивать по одному. Надо держаться вместе. Постой. Если он этого позволит.
Куда пойдем? Назад паром. Он уплыл, помнишь? Он на тросе. Может, притянем. Давайте без может. Тогда маяк. Может, сумеем послать СОС? Полиция ведь патрулирует озеро, так? Явно не здесь. Свет маяка виден за много миль. Блин, ну Там ищите, где наверняка полно патрулирует. ловушек. Погасите маяк, если он же тут есть маяк. Но он на этом острове. Погасите маяк, его кто-то должен приехать зажечь. Значит, пойдем очень осторожно. Включайте голову. Что еще делать? Ты что-то снимаешь? Без доказательств нам не поверят. Мне что, снимать, как он нас убивает? Да, и тела. Для полиции. Клик. Снова, да, у нас меняет особняк. Стены опять двигаются. Да-да-да. Это чем-то похоже на фильм «Куб». Черт! Кейт! Стойте! Марк! Нам, говорит, надо держаться вместе. Вот их за 2 секунды всех разделили. Нет, Джейми! Пожалуйста. Стой, нет! Они все под контролем. Блять. Согласен. Марк в подвал. О, плохо дело. Блин, хорошо, хоть я спину не распорол. Что за хрень? Да его и тут могло бы разрубить напополам. Поймал. А так бы камерка была бы разбита. И он бы, может быть, не сфотографировал бы ничего. Это не вода. О, это какая-то жижа. Я могу это сфотографировать? Вообще ничего не видно. А, ракурс замечательный просто. Ой, осмотреть. Что это за бульон такой? Он тут фотографии проявляется? Да нет, конечно. А, это пластик. Но он манекены из этого делает, по-моему. Я думаю, что это так. Не поскользнуться бы. Так, ладно, давай, прежде чем он туда зайдет, мы сделаем перерыв. Через пару минут подойду.
Все, поехали дальше. Я вот не знаю, они дают прям механику, чтобы я фотографировал. Ну надо ли это? Что именно нужно фоткать? Так, это большое помещение. Так, и что я тут должен увидеть? Манекенчик валяется. Ладно, давай дальше. По прямой. Ага. Вода. Недоступно. А что они хотят тогда от меня? Что-то где-то нужно пододвинуть, мне кажется. Прятаться. Оп. Кто там? Ну да, почему он его не заметил? Он сейчас шел как раз, он через решетку должен был меня увидеть полностью вообще. Как он медленно, вальяжно ходит. Вообще никуда не торопится мужик. Как он меня не видит просто, я не знаю. О, проход. Все, я достаточно просидел? Я думал, это не дверь, кстати. Это дверь. Если он оттуда пришел, значит там теперь уже явно открыто. Главное, там он когда зашел во вторую дверь, он ее закрыл, но первую оставил открытой. Аккуратненько себя ведем. Куда прятаться? Быстрей. Аккуратно. Ну там что, шкаф собирает? Отлично. Руку потерял. Да ё-моё, сколько раз нужно сыграть в это? Повезло, повезло. Так, манекен у нас это Кейт. Он был раньше в гостиной. Либо тут два манекена. Промежность сфоткаем. Крупным планом. Оп. Смотреть. Из глаза провод торчит какой-то. Еще из носа, походу. 72, 93.
К чему бы это? Может быть, это важная цифра. 72,93. Что-то еще можно рассмотреть тут? Что-то сделать? Он там мигает. О, из бара. Не знаю, не работает. Дальше. Труба шалит. Все в порядке, чувак. То есть я подсвечиваю таким образом предметы, которые могу делать. 68-83. Это камера. 68-83. Я вот не знаю, нужны ли эти цифры вообще. Надо повернуть, и там будет тоже номер. Человеческие зубы. Это, видимо, те зубы, которые он вырвал у жертвы. Мы такие фотографии уже видели. И ухо тоже. Вот это ухо, а вот это зубы. То есть он частично берет запчасти от людей и запихивает их в манекены. Для чего, интересно? Куда? Угу. Быстрее. Ну, очень плохо он прячется, я скажу. А света-то нету. Тю-тю. Он там, кстати, уже почти человека собрал. Что это такое вообще? Интересно, меня когда-нибудь заставят перепрятываться? Или если ты один раз спрятался, то этого достаточно? Он по кругу ходит? Нет. Сверло. Одна штука. По дереву. И что? Ну, покрутил ее. Опа. Отлично. Серьезно? Он на палку? А, сверло накрутил. Ну, хоть что-то догадался сделать для защиты. А там, по-моему, кто-то стоит. Или нет? Мне, наверное, показалось. Что за херня? Как? Ладно, тихо. Ну, вроде настоящие человеческие запчасти. Голову, я смотрю, тут прикрутил. Какой-то биороботы делает. Он по-немецки, что ли, ругается? Снова монетки. Куда их девать потом?
Сейчас нужно будет код вводить. Следственный департамент ФБР, отдел поведенческого анализа, специальный агент Гектор Мюндей. Это у которого интервью брали. Тут видение, наверное, картинка. А нет. Приветствуем новобранцев. Он сам себя, наверное, зарисовал. То есть это, короче, этот Мюндей, который расследовал дело. Возможно, у него крыша поехала, и он начал подражать. Возможно. А какой код? Подожди, я пока ничего тыкать не буду. 72... Блин, я забыл цифры. Назад, наверное, уже не вернуться, да? 68-83. Ну, допустим. Если это правильно работает, то ты просто вводишь номер с картинки, где показывается камера. Давай. 68. 68. 83. Ну, естественно, камера записывает все. Блять! Ты чего? Бля! Я чуть... Это хреновина вдруг выскочила. Это когда со шляпой мы... Шляпу он потрогал, короче. И это все дело записалось. Можно типа еще один код ввести. Мы еще раз ролик какой-нибудь посмотрим. Чуть не пропустила эту картину. Угу. То есть Кейт у нас находит кого-то в клетчатой рубашке. А, так это она его и нашла. Только из него, возможно, сделали манекен. Стой, могу ли я еще раз вернуться, чтобы вот этот номер? Какой там? 72-93. 72-93. Больше номеров не было. Думаю, вполне тут можно себя вальяжно вести. Он сюда обратно уже не вернется. 72-93. Как будто маньячелло не знает то, что мы тут находимся. 72 93. Тела. Убил. Убил тела. То есть в этот момент камера находилась прямо на столе. Конфиденциальная информация. Психологическая оценка, проведенная доктором Изабеллой Гарсия. Имя пациента Мюндей Гектор. Оценка поведения. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Когда мы сели и начали разговор, он с трудом поддерживал зрительный контакт. Ему было тяжело описать свои чувства. Он был зажат и насторожен. Гектор очень много работает и в связи с этим плохо спит. Гектор рассказал о недавно скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не до конца смирился с ее смертью. Везде лица замазаны, то есть, получается, нам намекает на то, что маньяком был Гектор Мюндей, и он вообще все это дело замутил. Раньше бывший ФБРовец, да? Ну, возможно. Настоятельно рекомендовала курс антидепрессантов, но он против этого метода
так как уверен, что это негативно скажется на результатах его текущего расследования. Гектор описывает свою работу в мельчайших подробностях, и в отличие от предыдущих ответов, его мысли звучат последовательно и логично. Он проявляет нездоровую одержимость своей работой, но причиной может быть недавняя тяжелая утрата. Возможно, он мамашку потерял и поехал на этой почве. Возможно. Пока только вот одни доводы. Но это определенно не дворецкий. По-моему, зря он сюда лезет, но других выходов нету, так что... Сейчас за каждого персонажа будем по чуть-чуть отыгрывать. Потом их, возможно, вместе соберут обратно. Как будто часы тикают. Эй! Урод, я не какая-то подопытная крыса! А вот и да. А вот и подопытная крыса. Там. Как будто правда часы тикают. Возможно, таймер какой-то. Мы тут уже были, тут газета лежала, наверное. И горы еще плохо прорисованы. Что дальше? Что дальше? Известно что. Найдите выход, проберитесь через стену. О, опять электрические загадки эти. Блин, она странная. Так, взять мультиметр берем. Первая. Вторая нет. Первая. Вторая. Нет. Блин, а с какой начать-то? Вот с этой, может? Раз. Два. Три. Потом 4. 5. Нет. Раз. Два. Потом 3. Тоже нет. Раз. Два. 3. 4. 5. Ну тут по сути методом тыка походу. Я что-то так и не понял, как они эти загадки решаются. Странная логика просто. Но нижняя была правильной. Так, потом вот это. Третья получается отсюда сюда. Потом так. Потом вот это. Вот если с этой не сработало, тогда давай вот эту включать. Вот это. Нет. Давай, раз. Два. 3. Потом. Тоже нет. Давай так. Раз. Два. 3. Потом. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так, да бля.
Возможно, вот это был вариант верный. Раз, два, три, нет. Может, отсюда начинать? Раз, два, три. Потом, нет. Правда, эта загадка странная. Падла. Ну с какой? Блин, а может это последняя, кстати. Так, давай по стрелочкам прям ориентироваться. Вот это вроде первое. Хорошо. Потом дальше идет нижняя справа. Выше на одну. Потом вот сюда. Вот так. Потом от нее идем вот так. И вот сюда. У нас не задействованы две штуки. Давай нижнюю попробуем. Оп. Почему нет? Может, тут какую-то надо выключить? Причем тут мультиметр вообще? Он вообще никак не реагирует, кстати. Тоже нет. Они вот этими загадками непонятными явно геймплей хотели растянуть. Может, я даже вообще не с той начинаю. Так, а ну-ка погоди. Раз, два, три, четыре, пять. Потом мы вот эту отключаем, чтобы включить вот эту. И вот так. Сразу нет. Может, какая-то из них лишняя? Потом на самый верх. Влево. Потом вот эту отключаем, чтобы включить вот эту. Включаем вниз. Вверх. Падла. Ну что делать?
у нас мультиметр в воздухе висит. Все нормально. Джейми может использовать мультиметр для ремонта электрических щитов. Понятно, что может. Начинать-то с какой? Раз, два, три, четыре. Выключаем. Раз, два, три. Падла. Что надо? Вот откуда начинать-то хотя бы? Каким-то сапером себя чувствуешь? Это выключаем. Ну какая-то же логика должна быть в этих загадках. Все, по идее круг замкнулся. Тут мы выключаем, чтобы начать вот с этой. Потом вниз. Вот так. Вообще, я просто по сути щелкаю, как бы не понимаю, что я делаю. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу нет. Ну и раз, два, три. Нет. Оп. Вот так. Потом, по-моему, верхняя срабатывала. Вот это. Нет. Серьезно, я как-то это дело наугад только просто делаю. Я не понимаю, что, как это работает. Особо-то и не объясняли. Вот опять у тебя две остаются. Сейчас опять долбанет. Какая из них? Блин, точно. Четвертая же точно не работает. Так, потом наверх. Еще выше, вправо. Вот это. Блядь, да они тут двое не работают. Какая из них тогда верная? Значит, что-то надо выключить. Блин.
Давай вот отсюда пойдем. У нас не работают вот эти две. Если вот это отключаешь, вот это он загорается. Ну а тут все сразу. Сразу нет. Так, вроде лучше. Отсюда сюда. Потом отсюда мы переносим вот сюда. Зажигаем вот это. Отсюда по стрелке у нас загорается вот так. Потом вот сюда. Потом вот это. Если я здесь включу, сразу пыхнет. Да. Еще раз. Раз. Два. Три. 4. Потом отсюда по стрелке мы идем вот так. Вот так. Так. Но здесь замыкается, получается, контур. Отключаем вот эту штуку. Включаем эту. Если отключить вот эту, то та загорится. Да. Это двинутая загадка вообще. Ну да. Как она, блядь, работает? Вот сюда 2 стрелки приходят. И 2 отходят. Нет, это не так работает. Просто знать бы, с какой начинать. Тут как бы тут все можешь двигать. Вообще с любой можно начать. Вообще двинутая загадка. Вот серьезно. У нее как будто логики вообще нету. Ну давайте хоть что-нибудь. Так. Отсюда, если сюда. Но это не по стрелкам, но они загораются, их пробки не вышибает. Не искрит. Значит, не подходит. Хотя сюда 2 приходят, но она почему-то не сверкает. Я, блядь, не понимаю, как это говно работает. С какой начинать? Хотя бы. Давай с первой начнем. Вот сверху. Вот это приходит вот сюда. Не включает вот эту. Я понял. Так. 2. 3. Тоже нет. Давай с нижней начнем. Тут больше загорается.
И по стрелке потом топаем вот так. А если я вот эту дожму? Она тоже включается. Хотя должна включаться вот это. Вот это должно вышибать. Как это пашет вообще? Ну, включив вот эту, да. Самая мудацкая, наверное, вот это здесь загадка в этой игре, блядь. Нахрен они их сюда включили вообще? Это как Скорн, блядь. Я не понимаю, что они от меня хотят. Ни последовательности, ни хера нету. И все, и пока ты ее не решишь, короче, ну, ничего ты не сделаешь. Все, тупик. До свидания. Хоть бы пищало это говно хоть как-то. Вот как? У тебя зажигается вот это, если по картинке вот это загореться не может. Либо тогда не загорается вот это. Но от нее она, стрелочка идет вот сюда вообще. Так, пробуем тогда вот так. Но если бы я вот эту зажег, то и это бы опять пыхнуло. Мне откуда начинать, вот я не понимаю. Снизу, сбоку, сверху, блядь. Комбинация должна быть, по идее, одна. Если вот это не работает, давайте сюда пробовать. Три. Одна здесь. Нет. Ну, давай еще раз. Раз, два, три. Здесь зажигаем с правой стороны. Одну с левой. Внизу. Верхняя. Не работает. Если идти от противного, у нас загорятся вот эти вот три. Допустим. Если сюда, то искрит. Если сюда, то тоже искрит. И тут искрит. Очень интересно. Ну-ка, а третий. Вот тут. Не искрит. Хорошо. Вот у нас тройной выбор. Нет. По логике вещей должна загореться вторая снизу, левый столб. Нет. Значит, какую-то надо отключать. Возможно, самую первую. Бля, ну тут тогда такое уравнение с такими возможными переменными получается. Что полная жопа. Тут как бы каждая может так загореться. Если вторую отключить еще раз.
Тогда нижняя должна загореться. Нет. А там стрелка. Блять. Как это работает? Нет, нужно, чтобы все огоньки горели. Это очень двинутая загадка. Но она искранет сейчас. Да. Но если ты с этой начинаешь, то тогда искрит получается на 3-й или 4-й, по-моему. Да. Не подходит. Почему? Сейчас вообще, блять. Есть определенная последовательность, в каких нужно зажигать вот эти вот автоматы. Вот отсюда, если идти, то она как бы будет до последней. Даже до предпоследней. Подожди-ка. Получается, 2 не сработало. Бля, я же не ту хотел. Ладно. Давай это снизу включаем. Потом вот эти вот 2. 3 даже. Потому что ты замыкаешь. А если ты с этой начинаешь, то все 4 включаются. Но вот это вот загорается вообще нелогично. Загадка сама себе противоречит. Я вот о чем. Вот какую из этих? Вот эту, допустим. И вот по логике вещей, вот эта вот должна загореться, но она искрит. И это искрит. Она только что включалась. Если вот эти вот 2 половины между собой не взаимосвязаны, как она сейчас искранула? Ой, блядь, ёбнутая хуйня. Тоже нет. Как это логически можно понять? Ну,
Что? Вот ты идешь по стрелкам, начиная вот с этой. Вот у тебя следующее логически предположить. У тебя вот либо вот это идет. Ты вот так включаешь, оно работает. Ты вот так включаешь, оно тоже зажигается. И все 4 работают. Хорошо. Дальше идем по этой же логике. Включаешь вот так. У тебя 2 хода. Либо сюда, либо сюда. Они тоже загораются. Но как только ты запускаешь вот эту вот, у тебя отключается вся цепочка. Все. Хотя по логике вещей она должна загореться. Либо же какие-то должны туда тухнуть. Потому что ты цепь размыкаешь. Нет, она искрит. Они, блядь, все искрят. Какая должна быть комбинация-то, я не понимаю. Вот на эту 2 стрелки приходят. Так, 2 ушли, 2 пришли, и опять 2 ушли. На каждую с правого ряда, с левого ряда, на каждую либо приходят, либо уходят 2 стрелки. Как это работает? Да, оно естественно искранет. Вот так и вот так. Горит, хорошо. Вот здесь вот 2 должны отсюда уйти и прийти одновременно. Но оно искрит. Когда ты включаешь последнюю. Еще раз. Может быть, ту надо, предпоследнюю надо выключить. Потому что на нее как бы основная нагрузка идет. Вот прежде чем включать вот эту, то мы выключаем. Но она все равно искранет. Где, блядь, логика в этой загадке? Причем врубать их можно вообще в любой последовательности, походу. Охеренный вопрос, как работает это говно. Все, а так она не включается. Но если отсюда начинать запускать, то они включаются. Нет, тоже не работает. Сейчас я, в принципе, делаю то же самое, только в обратной последовательности. Как эта загадка работает? Вот это не включать. Хорошо. Блять, с какой бы тогда начать? Ты можешь начинать с любой, это не зависит от стрелок. Это бред вообще. Здесь она искранет, да. Потому что по стрелочкам она подходит. Это методом тыка надо как-то включать. Чушь какая-то вообще. Это самая, наверное, нелогичная загадка, которая вообще попадалась. Нет. Работает. Тут не работает.
Работает. Не работает. 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 Что вообще нахрен тут происходит? Ай, ну давай вот это вот сюда. Вот так. Допустим. Вот так. Вот так и вот так. Хорошо. 2 остаются. 3. В каких-то случаях они искрят, в каких-то нет. Ну вот, теперь 2 осталось. По картинкам это единственные, в которых приходит и напряжение. Чего, блядь? Я что, в Silent Hill играю? Я не понимаю. Она сейчас искранет. Просто вот. Да. Чушь, правда. Так, вот от этой у нас уходит 2 стрелки. Вот сюда и вот сюда. Потом идет 1 стрелка. Вот она тут. Потом идет вот сюда. Хорошо. Отсюда. Идет наверх. Вот сюда. Отсюда идет сюда. Но вот эта стрелка отходит вот так. И вот эта стрелка отходит вот так. Если я здесь включаю, искрит. Если я здесь выключаю, она все равно искрит. Да. И чего? И дальше-то как? Вот она опять включилась. То есть, по логике вещей, надо что-то выключить, чтобы у тебя что-то включилось. Но если ты здесь нажимаешь, она искрит. Допустим. Вот здесь она искрит. Если вот здесь выключить, она не искрит. Но если здесь опять включить, она тоже искрит. Все. Странно. Вообще. Если вот от этой начинать, идти по стрелкам. Все равно она искрит. А почему? Потому что на нее две стрелки приходят. Так и на ту тоже 2 стрелки приходят, но она работает. Надо же, не искранул. Сейчас это долбанет. Что? Есть! Отлично! Идиотская загадка вообще. Максимально дебильная. Я ее случайно, короче, решил. Я так и не понял, как они работают.
Ничего вроде не пропускаем. Так, ну там, где вот лампочка красная горит, мне туда. По-моему, это чья-то комната, кстати. Вроде носатый. Это не точно. Да вы издеваетесь. Перестановочка, да, по-моему? И правда, тут ничего нету? Зачем я тогда сюда зашел? Тут лететь не очень далеко, она могла бы прыгнуть на дерево, по крайней мере. Помада, да? Гигиеническая. Одна штука. Может пригодиться. Тут персонажи любят всякий мусор таскать. Все, можем выходить. По-моему, да, это единственная комната, куда можно зайти. Какого? Сейчас мы зеркало разобьем. И туда войдем, наверное. Монетка. Пойдет. Шкаф. Да, не, закрыт. Посмотреть. Там вроде как защелка какая-то. Ну-ка, отверткой туда запихай. Чик. Все, норм. Ну, не очень-то у него сложные механизмы, я смотрю. Ни хрена себе. Тут прям комната для наблюдения. Куча камер. В принципе, если это даже лабиринт, то из каждой комнаты можно попасть Марк! в другую комнату. Ну, Марк, и что? Как будто он тебя слышит. Вот зачем она себя палит просто? Вот зачем? Они очень шумные для жертв. А ее может придавить. Я понял. Какой-то будет момент, что ее может придавить. Скорее всего, она полезет через какую-то стенку. Это чья комната? Ну-ка, по одежде можно рассмотреть, чья это комната? Не знаю, я не узнаю вас в гриме. Вроде мужская одежда. Это сцена с допросом. А маньяк в курсе то, что она за стеклом или нет? По идее, это стекло как бы непрозрачное. Со стороны вот где... Хотите знать, что значит быть убийцей? Вы бывали в музее в центре? У них там есть картина этого, как его... Не помню имя. Известный, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. Да нет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну, по сути. Не смотрите так. Я ведь прав.
Вы поняли? Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое. Заставить людей ощутить нечто новое. Разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте, оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде, жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы. В момент, когда становится ясно, что это конец, тогда вы поймете, вот что такое искусство. Вот кем вы должны стать. Задолбал уже. Художником, скульптором, архитектором. Вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманешь. Блин, я думал, это Мюндея допрашивают. Гляньте. Я буду вас первым. Так, вперед. Ну, я прямо здесь. Тут звукоизоляция. Даже Я уже, короче, запутался, кто маньяк. Я запутался, кто маньяк, кто кого допрашивает. Ну, потому что разработчики путают и перепутали уже все. Все, что можно. голыми руками приятнее, да? Но с ножом картинка выходит куда красивее. У вас есть потенциал, Мюндей. Если хотите стать художником. И отсюда сразу вопросы возникают. Сколько вообще маньяков было? Это какой по счету? Ну вот про Генри Холмса хорошо. Все понятно. Но сколько их было тогда еще? Сейчас надо будет дыхание задержать, да? Либо он в курсе то, что я тут. Вообще, по идее, все маньяки, они очень наблюдательны. Прям до педантичности. Может, я попробую? Кейт, коридоры второго этажа. Ну тут до утра надо протусоваться. Найдите остальных. Что-то у нас... А что это такое? Телефон такой? Или это косметичка с подсветкой? Кстати, по-моему, за нее мы еще не играли. Или играли? Не суть. Не отходи. В какую сторону? Ну, хоть тут тупиков побольше. Не потеряешься. Ну да, косметичка не фонарь. Светит он такое себе. Книжечку надо взять. А, ну это ты как вам? Развитие бывает полезно. Это у нас книжка по психологии. Чарли почему-то ее сюда выкинул. Ну еще бы. Ну, он помог. Двери не закрыться. Вот так. Серьезно? А как они оттолкнули? У них настолько силы много.
То есть до этого они не могли это сделать, а тут уже хлоп, и у них сразу дури появилось много. Окей. Вряд ли это Джейми. Тут закрыто. Тут можно осмотреть. И тут можно. Ладно, давай тут осмотрим. Я не думаю, Эй. что это кто-то из наших. Вы меня слышите? Заяц, ты меня слышишь? Все, хана. Больше ничего нельзя делать. А чья это комната? Знаете, кто плачет, обыщите комнаты. Мишель, если мы разминулись, утро 8:00 пишу, попросил воспользоваться библиотекой или музыкальной гостиной, так что буду где-то там. Обед, семейное время 2 часа. Может, пообедаем в саду? Вечер. Пишу. 5 часов. Бар выглядит неплохим местом для работы. Ужин 21:00 и вырвано. Что можно карандашом нацарапать. С помощью карандаша Кейт может узнать, что было написано на порванной бумаге. Ишь ты какая. Ну мы так в детстве делали, да. 1999. Код от свободной комнаты. А какая из них комната свободная? Мэри Херман, зверь из Арканзаса, Джозеф Морелло. Блин, да столько... Стой, эй, посмотри-ка. О. Что? Это детективный роман. Видишь, кто автор? Джозеф Морелло. И что? Значит, на пароме был не Дюмет. Почему? А почему нет? А может быть, это был Дюмет. Тут просто фотография приклеена и все. Как и обложка. Это вообще читает дневник. Не факт, что здорового человека вообще. Давай, блин, заново читать его. Тут записей много. Так. Мы можем как-то... Блин, стой. Вот так. Тут он потому что начинается. Но, честно говоря, я был рад, что уезжаем. Стюарты хорошие люди, милая пара. Обоим уже за 70. Отец по-прежнему крепок, как бык. Раньше был военным, а потом переехал в город, обосновался и создал семью. У матери подорвалось здоровье. Было видно, что ей пришлось нелегко. Миссис Стюарт приготовила мне кофе. В ее движениях не было запинки, но взгляд совсем потух. Прошло 26 лет, а они так и живут с поглотившим их коконе оцепенения. Мы много говорили, они с готовностью рассказывали обо всем, о ночи, когда это случилось, о жестоких подробностях их чувства по отношению к нему. Это стало для них частью жизни. Мир Стюартов перевернулся, когда серийный убийца лишил их жизни дочь. Грубовато вышло. Может, лучше изложить это как-то помягче? Мне не нравится фраза про кокон. Нет ли более удачной метафоры? Все. Я был потрясен, когда мне предложили взглянуть на комнату Мэри. С волнением и благодарностью я согласился. Было полезно получить представление о том, какой девушкой была Мэри. Я последовал за миссис Стюарт. Пока мы шли по дому и поднимались в комнату Мэри, я мог почувствовать, как сильно сказалось на их жизни это убийство. Ее муж не любил заходить в эту комнату. В ней опрятная, но бедная обстановка. Мы прошли к изношенному выцвевшему ковру, мимо старых обоев и картин, в основном на библейские мотивы, покрытый толстым слоем пыли. Должно быть, сказались финансовые трудности. После смерти Мэри мисс Стюарт не работала. Ну вот, опять очень грубо. Нельзя ли просто сказать, что им пришлось нелегко, не описывая все в подробностях? Может, стоит объяснить причины? Ей трудно встречаться с людьми. У кровати были сложены ее школьные тетради, а на полках все еще лежали куклы и игрушки. Но больше всего бросалась в глаза ее форма, которая так и осталась висеть на дверце шкафа в ожидании следующей смены в кафетерии. Мэри была миниатюрной девушкой, всего 5 фунтов и 1 дюйм, и весила меньше 100 фунтов. В ту ночь у нее не было ни шанса отбиться от похитителя. Пока я ехал по городу, я не мог выбросить из головы ее комнату.
В 1995 году Милтон был ничем не примечательным местом, но сейчас он почти полностью опустел. В большинстве зданий окна заколочены, а единственными открытыми заведениями были винные лавки, возле которых велись бомжи, прикладывающиеся к бутылке с самого утра. Казалось, что этот город умер вместе с Мэри. В конце концов, Милтон пропал в зеркале заднего вида, но форма Мэри до сих пор стоит у меня перед глазами. Сходи, обними Натали, пожалуйста. В следующий день я наконец вернулся домой и чуть не споткнулся о посылку, лежащую на пороге. Коричневая коробка. Я понятия не имел, от кого она. Может, Мишель сказала что-то. Любопытство взяло вверх, и я занес ее внутрь. Открыв посылку, я обнаружил старый магнитофон и 4 кассеты. Я включил первую из них и сразу узнал голос. Это Шерман. Нет, упомянуть, что это интервью? Что это за дневник? Чей он вообще? О, я, кстати, видел эту комнату. С этого зеркала. Ладно, давай сюда войдем. Беттани. Беттани. Была такая в списке? Я не помню. Звук доносится оттуда. Кони. Кони в яблоках. Кони серые. Сейчас мы введем код. Бля, я думал, ключик какой-то. Ну, это женская комната. Только все в крови. Арканзас, текущей неделе. Тело известного серийного убийцы было выкопано и похищено неизвестными. Мэнни Шерман, он же зверь из Арканзаса, был казнен в начале этого месяца, а его останки захоронены в одном из кладбищ Спрингдейла, штат Арканзас. Высокопоставленный представитель местных правоохранительных органов на пресс-конференции заявил: «Мы считаем, что это дело рук поклонников серийного убийцы, и мы прорабатываем разные версии. Мы предполагаем, что подозреваемых несколько, но не исключаем, что это может быть один человек. Хотя точное место захоронения не придавалось огласке. С момента казни Шермана оно активно обсуждалось на форумах любителей серийных убийц. Отвечая на вопросы прессы о подобных интернет-сообществах, представитель добавил: поклонники убийц — это недалекие люди. Если бы они узнали ужасные подробности преступлений, которые известны правоохранительным органам, они бы точно не стали чествовать этих гнусных преступников. Полиция отказалась назвать корреспонденту кладбища, на котором произошел инцидент. Кстати, возможно, убийц несколько. Такое тоже бывает. Соберись. Что тут собираться-то? Ой. Заново. Кто тут ноет? Так, я это, кстати, видел. Вот я этот матрас запомнил. Тут дырка была. Сейчас мы это дело отодвинем, но подожди. Давай для начала мы посмотрим, что тут еще может быть. Потому что если сейчас скрипт запустится, мне потом не дадут оглядеть. Как? Угу. В конце у нас маньяк, схватил вот эту вот... Как ее? Эрин, по-моему. Нет, не Эрин. Джейми, по-моему. Ой, все. Это манекен. Ну или труп. Нет! Господи!
Аниматроник мисс Морелла. Я же сказал, то, что у нас очкарик живой. И он даже не проверит, он не зайдет ближе в эту комнату. Хотя он же, ну, просто посмотри решетку. Куртка не сгорела. Хотя должна была сгореть в этой комнате. Сгореть куртка должна быть чуть ли не первая вообще, потому что ткань и все такое. Зайди ты ближе в комнату. Где кости? Где еще хоть что-либо? Повнимательней просмотри. Ну, а он просто заглянул и все. Ну, никого нет и нет. Подумаешь. Ну, очкарик тепленький, я говорю, то, что он не умер. И, естественно, маньячил. Открыл вот этот вот... оставил открытой дверь. Ну, ой, как удобненько. Чарли печь. Чего глупый убийца? Сколько дверей мы можем открыть? Одну? Мы сейчас туда попадем, мне кажется. Да ладно, тут такое большое расстояние, он не может пройти. Что за херня тут происходит? Так, вот это можно открыть. Здесь закрыто. И там нет, тоже подвинуть, толкать. Ладно, давай мы тогда сейчас вот эту дверь дернем. Прям куда-то пырит. Ну, потолок. Ясно. Это очередной этот глюк. Ну, тут явно никакой ловушки не будет. Это просто душевая. С решеточкой. Любитель он подглядывать в щелочки разные. И все, да? Ну, тут монета. Или нет? О. Как удобненько, да? У нас с помощью отмычек и карточки просто все открывается. Любой замок. Давай эту коробку толкать. Чик. А, нет, назад. Мне же самому туда надо пролезть. Достаточно. ФБРовские шмотки. Костюм. Причем висит на вешалке. То есть такое ощущение, да, что это прям важно для кого-то было. Короче, могли бы и небрежно бросить. Найдите выход из мастерской, найдите способ включить мастерское электричество. Ну, банально, выключатели-то работать не будут. Ну, тут и не видно ни хрена. Вообще потемки. Какая-то лампочка. Эй. Я не знаю. Ладно. Пройдем на свет тогда. Все, больше взаимодействий же никаких. Вот, давай на свет. И тут есть рубильник.
Хотя мы не чел, а мог бы и узнать о том, что тут у него непрошенные гости шакалят. Это же его владение, он должен знать этот весь дом просто как 5 пальцев. Отлично. Нет, не надо. Я все... Я же говорю, это манекен дергался. Мы там никого в желтом плаще не убивали косой. Это просто дерганый манекен был. И пульт управления к нему. Так, посмотрим, что это. Еще чё? Чьи-то наблюдения. Что еще можно здесь сделать? Мы сейчас туда поедем. Стой. Я еще не все осмотрел. Правила пользования конвейером. Не кататься на нем. А чё надпись-то не появляется? Ну, она ж только что вылезала. Ой, ладно. Угу. Мы сейчас сюда запрыгнем. Но для начала надо вот эту дверь, наверное, попробовать подергать. Тоже нет. Что еще можно сделать? Вот это, к этому челу можно подойти. Ну это понятно, что это манекен. Кто-нибудь! Помогите мне! Это муляж. Я не чувствую! Сраный муляж. Боже! Кстати, муляж этот довольно-таки громко двигается. Я не знаю, что из этого. Они ничего плохого не сделали. Оставь их в покое. Мы сделаем, как ты скажешь. Нет! Не надо! Я все сделаю! Муляж реально громко двигается. Вот эти вот рабочие механизмы очень сильно шумят. Нет! Пожалуйста! Зачем 3 разных фразы, тоже непонятно записаны. Пожалуйста! Зачем 3 разных? Если ему нужно было только мужской голос. Не знаю. Ладно, погнали на конвейер. Там надо, видимо, вовремя еще с него будет спрыгнуть. Ложись, чё. Оп, иначе он в жернова бы эти попал. Его бы перемололо. Спрятаться. Назад бы, наверное, мне кажется, не получилось. Да, он бы, наверное, заметил его. Давилка заработала. Нормально. Я ж сам воздух задержал.
напряженные моменты. Сейчас еще раз дышать будем. Это там из Чикаго какая-то записка. Они там вдвоем. По-моему, там Марк и Кейт. Кейт же у нас, да, Марк и Кейт, по-моему, вот они там вдвоем были на фотографии. Ну, в основном со всеми положительные, кроме вот этого. Что ж с этими монетами-то делать? Угу. Наверх. Кейт, комната наблюдателя. Черт! Их не просто так кошмарят. Кстати, в доме очень хорошая слышимость. Это наш. Это я. Лезьте сюда, Джейми. Слава богу. Нормально. Что это за херня? И я рада тебя видеть. Живую. Слушай, я кое-что выяснила. Что? Мужик на пароме. Это был не Дюмет. Его зовут Джозеф Морелло. А если нет? То, что там фотография и подпись дневника, может быть, он, маньяк хотел, чтобы ты так думала. Он пишет о маньяках. Я нашла его книгу. И что он тут делал? Наклеить можно все что угодно. Ты видела Марка? В каком-то смысле. Он был на одном из этих мониторов. Слава богу. Я так за него боюсь. Но еще я видела, как Дюмет тут бродит. А может, это не Дюмет? Может, это Морелло? А может, их вообще двое? Рубись. Бля, 3 человек стоят возле дверного проема, и он ни одного не увидел. Ты совсем кретин слепой, что ли? Это фиаско, братан. Да. Охренеть. Ну Что да. это за место? Тут видео с камер. Все для записи звука и пульт под кучу микрофонов. Он за всем следит. Не только. Тут пульты от всех систем. Вы что, не догадались, то, что он за всем следит? Электрика, полный фарш. Это как нервный узел. Контроль всего здания. Место режиссера. Может, сумеем найти выход? Нам надо чем-то открыть внешние двери. Здесь центральная точка. Она связана со всем домом. Где здесь? Ну сколько тут комнат? Раз, два, Это ну, мощно. пятиугольник. Это очень крутая техника. Да, он богат, но с этим можно ракету запускать. Да не очень-то это крутая техника. Смотри, говорит, сюда. Что это? Манекен с Мужик, кровью. которого убили. Это был трюк? Да. Вот вам и смотритель. Зачем ему это? Напугать нас. Подготовить нас к его чертовым играм. Класс. Да нет, не особо. Чарли говорил про расщепление личности. Как будто под маской другой человек, который во всем виноват. Думаю, Чарли так сказал, потому что не верит, что человек на такое способен. Я вот тоже Он думаю, что следил это... за нами все это время.
Марк недавно был в подвале. Так, команда Лонита, Чарли, А ты Печь, что скажешь? вычеркнуто. Неразумно считать его просто психом. То есть он думает то, что Чарли умер. Он полностью контролирует свои действия. Эрин, северный коридор, подвал. Джейми, южный Просто коридор, он спокоен, Кейт, в северный отличие от коридор. нас. И в чем разница? Психи действуют импульсивно. Посмотри вокруг. Он методичный. Это не безумие. Нет. Но отчасти это безумие. Маска на лице — это часть представления. Возможно, у него есть комплексы, и маска придает ему уверенность. Комплексы? Типа низкая самооценка? Он... Агент Дуфи? Мистер Мюнде, это полиция Чикаго. Откройте дверь. Мистер Мюнде, это офицер Стэнли из полиции Чикаго. Сэр, вы меня слышите? Агент Мюнде. То есть убийца Мюнды все-таки? Диспетчер, это офицер Стэнли. Мне нужна помощь. На 50-й улице Уэст, дом 8. Скорее. Почему лица у всех замазаны? Я в квартире агента Мюнде. Здесь кровь повсюду и еще труп. Пришлите подмогу. Кажется... То есть Мюнды на него напал? Неизвестно. Проблемы в семье довольно частый фактор. Но у него вполне мог быть хреновый отец или дядя. Любой взрослый, по сути. Да, да. Мой заказ, номер Ты туда читала там. наши материалы? Не, я только свет ставлю. Я поручила... Спасибо, Брэндон, я поручила нашему специалисту Мне начать кажется, работу. я права. Забитый ребенок, много гнева. В сознательном возрасте он либо супер успешный, либо лузер. Никаких полумер. А то они сейчас так и будут болтать. Мне не дадут прочитать нормально. Ему нравится чувствовать власть. Особенно над женщинами. Но чего он добивается? Как насчет одержимости Генри Холмсом? Дюма То- его копирует. То у них Он никаких явно отождествляет не себя с было Холмсом. предположений. То они теперь всем, ну прям сразу же вот в эту комнату зашли и сразу полностью психологический портрет могут составить. Блин, мне сюда надо было. Давай наверх поднимемся. Может, это нам пригодится? Чего Чтобы пригодится? убрать решетку в вестибюле. Кто сейчас со мной говорил? А третья где? Третья стоит, тупит. Может мне сюда? Нет. Давай, нам на самый верх надо. Просто посмотреть, что там есть. И потом выдвигаться в самый низ. Надо же, тут ничего такого полезного-то и нет. Ну, вот это вот. Что это? Диктофон, что это? Мистер Мюндей, это Прайс из пансионата «Сумеречная прерия». Никак не могу до вас дозвониться. Я знаю, что вы записываете голос своей матери. Мы всячески поддерживаем заботу о близких и понимаем, что вы стремитесь сохранить воспоминания. Но нам жалуются другие наши гости, которых это тревожит. Их тревожит громкость и содержание этих записей. В особенности некоторые выражения. Убедительно просим прекратить делать записи как можно скорее. Свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы. Спасибо. Костюмчик. Дизайн костюма. Ну, мы сейчас прям просто личность убийцы за последний, наверное. Он быстро-быстро все узнаем про него. Чуть ли не из одной комнаты. Over here. Сюда, говорит. Комнаты все поделены, естественно. Схема. Смотри, тут фальшивые стены и прочая хрень. В этом доме все не настоящее.
Да Он ладно. управляет им отсюда. Это фабрика смерти. Все так. Используем это против него. Нужно найти Марка, а не играть с Дюметом в игры. Запрем Дюмета, и тогда сможем искать Марка, не опасаясь за свою жизнь. Она права. Да, ищите маньяка по камерам, так. запирайте его Он в где-то комнате. здесь. Заманим его в эту сторону, и тогда зажмем его между этих двух стен. Выйти он не сможет. Будет сидеть. Да, но как заставить его туда пойти? Одной из нас придется быть приманкой. Как это логично. Нет, нельзя. Слишком опасно, Джейми. Значит, пусть гуляет? По-моему, это даже опаснее. Не спорь. Нет, нет, не катит. Если что-то случится, одна из нас умрет. Я не то чтобы сильно хочу. Просто меня уже достало бояться каждого шороха. Второго шанса не Ловить будем на носатую. И кто пойдет? Раз план мой, Я пойду. Джейми, нет. Давай еще подумаем. Не делай этого. Кому-то придется. Как скажешь. Но если что-то пойдет не так, беги со всех ног. Понятное дело. Она же у нас сильно независимая. И в электрике шарит. Нервозность мне это нужно. Лучше ты возьми. Может, отдашь нам отвертку? Это лучшее оружие, что у нас есть. Вот, держи. Если Дюмет придет, Не знаю. воткни в него. Не знаю, насколько это полезно. Только Может вернись. быть. Обязательно. Надо отвертку было с собой таскать. Давай, чё. Обнимашки. Ладно. Хватит прощать. Погнали. Следуй плану. Само собой. Как нам выбираться? 3-й этаж. Похоже, не доделан. Будь готова. Надо так подгадать, чтобы он застрял. Осторожно, ладно? Конечно. Не рискуй. Сначала Если убеги увижу от него. Дюмета, придется. Нет. Не говори так, Джейми. Будь осторожна. Обещай вернуться. Эрин, я обещаю. Я к тебе вернусь. Ладно, а то мне кажется, я тебя люблю. О, Или понеслась типа эта того. розовая дичь. Ну, то есть... Как же я теперь умру? Ладно, Что-то постояли, подергались. была не была. Давай. Джейми. Что там у нас? Найдите Дюмета. Ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Все, всем удачи и пока.